Всем доброго дня, здравствуйте. В сегодняшнем своем ролике я хочу рассказать о том, как я делал утепленную входную дверь в свою мастерскую. Входная она достаточно условно, скорее всего она тамбурная, это не уличная дверь, а та дверь, которая будет со стороны мастерской. Утепленная она потому, что утеплил я ее экструдированным пенополистиролом 20 мм. Для начала все как обычно. Из ранее склеенных щитов я нарезал заготовки размером 60 на 120 миллиметров. К слову, вся дверь будет состоять только из этих размеров. И дальше первым делом я изготавливаю коробку. Для этого я выбираю паз в заготовках для коробки таким размером, чтобы туда могла поместиться дверь, то есть 60 мм плюс запас делаю 1 мм, и 25 мм даю для того, чтобы дверь перекрывала коробку. Таким образом я подготовил все детали на циркулярном столе и дальше приступил к сборке коробки. Первым делом, конечно, я разложил и примерил все на столе, отторцевал детали в длину, необходимые размеры, и дальше сделал запил при помощи двух кареток. Это запил на горизонтальной перекладине. Кстати, пользуйтесь всегда зажимами и струбцинами. Это, во-первых, это повышает безопасность, во-вторых, будет более точная работа. Следующая каретка вертикальная, где я продолжил делать запилы на горизонтальной части коробки. Все достаточно просто. Перенастройки занимают, конечно, определенное время. Большее, наверное, даже время, чем сами запилы. И далее я собрал коробку чисто механически на саморезы. Собирал ее на 3 самореза с каждой стороны. Клей я не использовал, для того, что, возможно, придется что-то подгонять, коробку пересобирать, поэтому решил, что саморезов будет достаточно, тем более верхняя часть коробки не несет никакой нагрузки, поэтому усиливать соединение клеем я посчитал не столь важно. Использовал я угловые струбцины, они очень удобные для того, чтобы держать угол 90 градусов при сборке того или иного изделия. Далее я прикинул, как будут размещаться все детали двери, вложил их в коробку и приступил к следующему этапу. Основное соединение всех деталей двери — это классическая паз-шип или шип-паз. Для начала я изготовил, предварительно, безусловно, я разметил все необходимые мне пазы. Их мне надо было 8 штук на двухстоевых, потому что у меня будет 3 филенки. И при помощи долбежного станка изготовил их. Дальше уже при помощи знакомой вертикальной каретки я изготовил шипы на всех деталях
на необходимых горизонтальных деталях. И следующий этап — это сборка коробки на сухую. То есть мне надо посмотреть, все ли у меня подходят ли шипы в пазы, есть ли углы 90 градусов. Но чтобы это удостовериться, это можно сделать только одним способом. Это собрать дверь на сухую. Потом я ее уложил в коробку, проверил зазоры, которые у меня получились, и перешел к следующему этапу. Следующий этап — это врезка петель. Я сделал ее именно сейчас, потому что это намного проще, чем вырезать петли на уже готовую дверь. В сегодняшнем ролике я просто обозначу, что такой процесс есть. Те, кто хочет посмотреть более детально, как я врезал петли, могут посмотреть ролик, который размещен у меня на канале. Там я подробно рассказываю про все операции. После того, как я врезал петли, я опять собрал дверь на сухую, стянул ее струбцинами. И это мне нужно было для того, чтобы при помощи фрезера облагородить внутреннюю поверхность будущих филенок. То есть я взял радиусную фрезу и небольшим фрезером прошелся по всему периметру, где предполагается установить филенки. Сама операция достаточно проста, но тем не менее она придает интересный внешний вид будущей двери. После того, как я профрезеровал все детали с внутренней стороны, где будут филенки, я опять разобрал дверь, потому что мне надо было сделать еще одну фрезеровку, а именно фрезеровку для моих филенок. Делал я это при помощи прямой пазовой фрезы 10 мм. Делал я два паза, куда предполагается вставить филенки, и между ними будет вставляться ЭППС 20 мм. О том, как я изготавливал сами филенки, у меня на канале есть отдельный ролик. Скажу только, что это была фанера 8-миллиметровая, на которую я наклеил шпон ольхи. Получилось, я думаю, неплохо. Тем более вся дверь, если я это не сказал, у меня тоже из ольхи. И наступил самый, наверное, последний этап в изготовлении двери. Это окончательная сборка. Сборку я проводил на полиуретановый клей. Дело в том, что я делал пазы, безусловно, чуть больше, чем сами шипы. И полиуретановый клей, расширяясь, превращаясь в пену, он заполняет пустоты. Мне в данном случае понравилось больше работать именно с полиуретановым клеем. Итак, я выставил сначала все детали, вставил туда филенки и вставил экструдированный пенополистирол как утеплитель. Дальше я стянул дверь при помощи трубных струбцин, проверил диагонали, проверил примыкание всех частей, и результат меня удовлетворил. Я оставил высыхать клей. Дальше установка двери. Сначала я установил коробку на свое место. При помощи лазерного уровня привел ее в строго вертикальное положение. Сделал отметки для сверления. Убрал коробку. Сделал несколько отверстий, куда
ставил специальные дюбели по газобетону и дальше закрепил коробку на ее законном месте. Соединил дверь и коробку, понятно, что через петли, и дальше покрыл дверь маслом для террас. Вот такая у меня получилась дверь. Еще, да, конечно, еще в кадр не попала установка замка, но я надеюсь, что отдельный ролик на моем канале об этом поможет разобраться вам и с этой темой. После установки двери уже прошло некоторое время, и разницу в тепле я, безусловно, почувствовал. Тепла стало уходить значительно меньше. На этом все. Большое всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Ставьте, пожалуйста, лайки или дизлайки. Любая активность приветствуется. Благодарю всех. До новых встреч.